Здравствуйте! Сегодня мы снова с вами встречаемся по одному вопросу, который в принципе волнует очень многих потребителей и клиентов, покупающих магнитолы Jansun и подобных магнитол такого типа на Android. Как сделать так, чтобы эта магнитола работала даже тогда, когда выключено зажигание? Сразу предупреждаю, что делать это не очень можно, так как это нарушение правил безопасности работы подобных устройств, которые требуются к новым автомобилям. То есть, как изначально сделано. У вас подключено зажигание, работает магнитола. В первом режиме она работает. Но когда вы выключили зажигание, может быть режим ожидания, то есть потухший экран, и может быть полное отключение через определенное время. Оно не может, а обязательно должно произойти. В разных магнитолах по-разному, до часу это может происходить. Это полное выключение. Ну, вы можете его не полностью выключать и как бы пользоваться дальше. Но в принципе есть один из способов, который на наш взгляд достаточно безопасен, и его можно использовать, так как таймер отключения дает вам возможность работать магнитолы без ключа в течение получаса и либо часа. Зависит от таймера, который есть в магнитоле. Если, конечно, такого таймера нет, то тогда нужно просто вручную выключать магнитолу. И давайте посмотрим, как это реализовать. Ну, первое, что должны мы знать, это знать вот сам кабель. Кабеля бывают разные, но по питанию у них всегда одно и то же. Это желтый черный кабель. Вот он, желтый черный кабель. Это первый и девятый пин согласно схеме. Первый и девятый пин. Если посмотреть здесь на магнитоле, то вот эти два толстых. Нижний и верхний. И есть Red. Red красный, он же называется CC. В разных кабелях он находится в разных местах. Но если брать с этой стороны, он всегда в одном месте. Это второй пин. И здесь на схеме он называется G2, ACC. И он находится внизу, рядом и с кабелем единичкой, который является черным. То есть рядом с черным, внизу красный. Вот здесь это очень хорошо видно. Вот черный, рядом красный. Черный, красный. Он, кстати, может быть не только красный, но в основном красный. Что же мы делаем? Вот видите, вот здесь он так разделен уже изначально. Здесь на него сделан предохранитель. Это очень классно, когда на него, кстати, есть предохранитель. И я рекомендую как бы поставить подобный предохранитель для того, чтобы подключить по-другому. Что мы делаем? Мы отрезаем этот кабель. Ищем в автомобиле питание, которое является постоянным. То есть питание в автомобиле, которое не исчезает при выключении зажигания. Такое питание можно найти с помощью разных способов. Например, с помощью контрольки. Пробежаться по разным проводам, найти. Если вы вдруг не находите такое питание, есть тоже простое решение. Мы ищем 12-вольтовый, который есть на самом магнитоле, на 12 вольт, и присоединяем к АЦЦ. Ну, конечно, желательно желтый и красный не соединять, хотя в принципе работать будет, но лучше этого не делать. Поэтому найти отдельное питание постоянное, я думаю, это не составляет трудности. Ну, тот же вот этот синенький можно использовать для антенны, он используется, но можно и для этого красного провода. Опять же напомню, что это неправильное подключение, но его можно использовать, но вы действуете на свой страх и риск. И если что-то произойдет с автомобилем, допустим, будет стоять на стоянке и загорится, то это уже не ко мне претензии. Производитель так не рекомендует подключать. Но если вы хотите, в принципе, так можно сделать. И у вас магнитола будет работать даже с выключенным зажиганием. Что нужно сделать дальше в самой магнитоле? Вам нужно зайти в раздел. Этот раздел может быть разных на разных моделях. Я показываю исключительно для Jansun. Ну, подобное есть и в любом другом аппарате. Нужно попасть в инженерное меню. В инженерном меню есть такое вот подменю. Обычно меню инженерное, оно у всех одинаковое. Мы можем зайти в Touch Study. И здесь нужно переприсвоить значение вот этим кнопкам. То есть вот этой вот кнопочке дать значение Power. Изначально это просто выключение звука. Вы можете присвоить значение Power. Как это делается? Мы очищаем, нажимаем минус каждой кнопочки заново. Присваиваем Back, Home. И вместо вот эту кнопочку присваиваем ей Power. Вот. Я присвоил. Дальше ничего не делаем, просто выходим. Не сохранять, не обновлять ничего не надо. Автоматически система будет работать. То есть вот заработали кнопочки.
выше ниже, а кнопка включения, вот она будет работать. Если у вас установлен таймер, таймер здесь вот, например, в этой магнитоле находится в режиме настройки. Общее время ожидания 60 минут. То магнитола выключится, вот и когда вы ушли, нажали эту кнопочку, она полностью выключится через 60 минут. Чтобы ее включить, нужно будет нажать на экран. Да, она запустится. Раньше она не запустится. Да, при этом подключении, кстати, потери аккумулятора будут выше. Учитывайте это зимой особенно. Ну вот такой вот способ подключения, который мы делаем для клиентов, которые хотят, чтобы магнитола работала с выключенным зажиганием. Опять же, производитель это делать не рекомендует. Это не соответствует стандарту безопасности. Правильно делать, чтобы все выключалось. А пользоваться магнитолой, когда вы не работаете в первом режиме включения замка зажигания. Отметить, что есть безопасный способ, как решить вопрос, чтобы это было безопасно для автомобиля, не потребляло аккумулятор. Я думаю, опасность там есть, но она не такая вот значительная, а вот потери аккумулятора высокие, если так подключать, как я рассказываю. Но вы можете сделать по-другому еще раз. Смотрите, вы находите питание для вот этого красного АЦЦ кабеля, который является стартовым. Так как питание желтое и черное всегда подается в магнитолу для сохранения памяти, а это стартует и выключает магнитолу, включает и выключает. Соответственно, по логике, если мы разомкнем вот это дело, выберем 12-вольтовое питание, любое в автомобиле, и поставим сюда кнопку. У вас есть часто в автомобилях уже подготовленные места под кнопочки. Кнопочки можно купить стандартные под каждую машину, это недорого стоит, в любом магазине продается. И сделать размыкание. Тогда вы сможете включать магнитолу не с помощью ключа, а с помощью вот этой кнопки. Также эти кнопки бывают с таймерами и тому подобное, оно может само отключаться. Это будет, кстати, более правильное решение, немножко больше заморочки, нужно будет добавить кабель, найти кнопку, установить его в место, которое у вас свободно, либо где-нибудь под низом, под рулем, на колонке рулевой и тому подобное. Это уже как фантазия, какая будет кнопка. Можно вообще что-то придумать крутое. Но тут нужно немножко позаморачиваться. Особенно это актуально для тех, кто работает в такси. И такое решение часто применяется. Хочу отметить, что если у вас, например, стоит другая прошивка, на магнитолы Jansun мы ставим разные прошивки. Поэтому можно использовать, например, другой способ подключения, ну, настройки. В принципе, они одни и те же кругом, но вот немножко разное меню. Это вводит в заблуждение людей. На самом деле все одно и то же. Заходим в настройки автомобиля, настройки. Здесь у нас есть расширенные настройки, это те же инженерные. Здесь два пароля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, либо 4 восьмерки. Смотрим внимательно, что мы здесь можем сделать. Как видим, тут я ничего не вижу пока. Но здесь тоже есть такая опция, как настройка. Нет, это у нас подсветочка. Вот. Это та же функция, что и в предыдущей модели, и вы аналогично делаете, переприсваиваете кнопкам. Сначала очищаете, нажимаете чисто, потом снова присваиваете. Будет абсолютно все то же самое. Также здесь есть такая опция, как задержка выключения. Ее можно сделать, поставить на час. Также использовать. Но опять же, я рекомендую делать разрыв красного провода. И для таких случаев все-таки ставить отдельно кнопочку в место, которое у вас всегда есть свободные. И они всегда либо с левой стороны внизу открываются, там есть кнопки не хватает, либо можно сделать у себя под ногой в районе либо колонки рулевой, либо там, где установлена магнитола, сбоку установить что-то интересное в виде кнопочки, либо на подлокотнике внизу. Это уже как выйдет. Но производитель, к сожалению, не предусмотрел такой возможности, как было в старых магнитолах. Видимо, это связано с тем, что потребление таких магнитол в включенном состоянии достаточно большое из-за больших дисплеев. Поэтому в цели безопасности они предусмотрели возможность отключения магнитолы от ключа. Но вот такой вариант. Я думаю, что вам должно понравиться. А мы еще будем очень много рассказывать об Android магнитолах Jansun и не только.